Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о топе самых надежных автомобилей до 6 тысяч долларов, либо 600-650 тысяч российских рублей. В прошлый раз было видео до 8 тысяч долларов, людям понравилось, были комменты, снимают, в личку писали до 6 с ними. Поэтому, собственно говоря, сегодня об этом и поговорим. До 6 тысяч долларов самые надежные автомобили. Ну, первое, это ВАГ, как обычно. Seat Cordoba 2, 1.4 бензин, вот есть автомобили в продаже. Skoda Fabia 5G, 6Y, тоже 1.4 бензин, вот 5G было также на канале на обзоре. По Volkswagen Polo 4, тоже там с 1.4, 1.6 Bora. Volkswagen Bora, ну, либо Jetta, американский рынок, ну и, собственно говоря, Golf 4, это все один и тот же автомобиль. 1.6 бензина я считаю самый оптимальный, потому что на четвертом Гольфе еще 1.4 не особо надежный двигатель. Я об этом говорил на обзоре третьего Гольфа, там рассказывал про 1.4, и на четвертом Гольфе его, получается, предшественник, последователь, но он еще недостаточно надежен. Чуть позже, вот во время производства Шкоды Fabia 5G, уже 1.4 стал все же понадежнее. Вот именно тех годов 1.4 можно брать, но 4-й Гольф с 1.4 я вам не советую. Это ненадежный двигатель еще. Дальше идет АвтоВАЗ, потому что я часто забываю про АвтоВАЗ, но тем не менее в России очень большое количество этих автомобилей, не так популярно, как у нас, но тем не менее ВАЗ. Гранты, Приоры, четырки, но четырки не такие надежные с точки зрения жесткости кузова, все же Гранта, Приора будут понадежнее. Все, что есть за эти деньги, и вообще все автомобили, которые я называю, нужно выбирать с точки зрения состояния, особенно кузова, чтобы они не сгнили уже до критического состояния и нецелесообразности их восстановления, чтобы еще можно было поездить. Дальше Nissan Примьера с 1.8 бензин. Отличный автомобиль, хороший, надежный. Также по Nissan тоже можно пройтись. Премьеры, Альмеры, но тем не менее они также подвержены коррозии, но все же можно найти живой экземпляр нормально. Но все же Премьера, вот, на мой взгляд, самый хороший вариант, самый надежный с точки зрения кузова. Дальше Ford Fiesta 5 было на обзоре с 1.4 двигателем. Ford Focus 2, 1.6 бензин. Также можно найти, но Fiesta будет все же поживее, потому что она подешевле, посвежее автомобиль можно найти. А второй Focus, ну, в принципе, тоже можно найти, но все же с Fiesta больше шансов найти живой именно с точки зрения кузова автомобиль. Потому что большинство автомобилей, которые я сейчас называю, в основном с 1.6 объемом бензиновым. Поэтому у всех автопроизводителей 1.6 атмосферный двигатель, четырехцилиндровый, как правило, никаких проблем не создает, и он вас не разденет. Поэтому здесь более важный аспект – это, конечно же, кузов. Потому что двигатель может подъедать масло, но не критично будете доливать, это не так чувствуется. А вот развалившийся кузов, гниющий уже до дыр, это серьезная проблема. И я думаю, что вы со мной согласны с точки зрения затрат по B3 Passat. Кто не смотрел, посмотрите, плейлист я оставлю, сколько стоит ремонт кузова. И это со скидками, ребят, для меня. Если бы кто-нибудь делал другой, было бы дороже. Дальше идет Opel. Но можно бы найти Astra, но Astra уже такие деньги не попадает. Astra уже дороже. Astra H, я имею в виду, уже все равно ближе к 7. Это приближается ценник даже чуть за 7. Чтобы найти более-менее свежий, хороший автомобиль, там, года 2007 хотя бы, 8 таких годов. Хотя это тоже нормальная планка уже за такую сумму. Поэтому Astra за такую сумму будет уже все же постарше. И пропадает целесообразность ее покупки. Дальше идет Kia Rio 2, 1.6 бензин по классике, как и все, в принципе, автомобили из этого списка. Большинство 1.4, 1.6 бензины. Kia Rio, не сказать, что прям эталон дизайна, но никаких мне лично негативных ощущений не вызывает. Ну, не сказать, что эталон, да, но хороший, нормальный, симпатичный автомобиль. Конечно же, дело вкуса, но тем не менее, хороший автомобиль и экономичный, в общем, подходит, одним словом. Fiat Punto 2, тоже хороший автомобиль. Не сказать, что уже большой, это не C-класс, это не Гольф, он, конечно же, поменьше, но тем не менее, не сказать, что очень популярный, но достаточно популярный у нас автомобиль, и в какой-то степени он недооценен.
Он неплох с точки зрения кузова, он не гниет, как Mazda 626. Была на канале тоже обзор на 626. Проблема Mazda именно кузов. Ну и первая шестерка Mazda тоже почему-то так не гниет, если только вас не устраивают габариты. А так, хороший вариант, можно присмотреться, рекомендую. Citroёn C3 первого поколения, вот с 1.4 бензином попадаются такие автомобили в объявлениях. И Citroёn очень хорош в плане устойчивости к коррозии, потому что во всех своих видео я упоминал Citroёn, вот, на эту тематику, что купить, какие автомобили. И постоянно Citroёn там мелькает, потому что действительно по кузову, если взять все автомобили, все концернов, то это очень серьезные позиции в этой категории. Они действительно не все рыжие, не дрявые. Попадаются, конечно, не все не идеальные. Да, есть модели хрупкие насчет кузова, но пусть они более мудреные с точки зрения технической части и электрики, но с точки зрения кузова они хороши. Поэтому у кого бзик, лишь бы хороший кузов, и либо нет знакомых, кто занимается кузовным, либо в вашем регионе дорого, поэтому лучше посмотрите в сторону Citroёn. Honda Civic 8. 8 Civic у нас был на обзоре с 1.8 бензином. Не сказать, что это прям эталон тоже по кузову, потому что тот Civic, который у нас был на обзоре, там уже хорошие клумбы цвели над лобовым стеклом. Если снять лобаш, то латки придется вваривать. Помните, как я в своем B6 воевал, было видео? Ремонт кузова, где мне отклеивали лобаш и стекло крышки багажника, и там гоняли жуки. Вот рыжики были. Если это запустить, а на том автомобиле это было запущено, и там нормально уже клумбы росли, примерно уже на 5 сантиметров за лобаш на крышу вылезли. Поэтому придется, скорее всего, латками варивать, потому что будут дыры. Но, тем не менее, аккорды получше Civic, потому что я видел цивиков с дряевыми порогами, арками, ну, классикой. А аккордов таких я, честно говоря, не видел. Аккорды держатся получше. Но за такую сумму тоже будет проблемно найти Civic. Ну, не сказать, что идея полная утопия, но и безнадега. Можно найти, но будет тяжело. Поэтому, скорее всего, 7, но 7 уже постарше. Поэтому, ну, можно искать, и в целом автомобиль хороший. Дальше идет Mitsubishi Lancer 9. Такой автомобиль был у нас на канале с 1.6 бензином. Не сказать, что автомобиль очень хорошо держится в плане кузова, но не самый худший, но не слишком далеко ушел, короче, внизу в списке. Но тем не менее, если найти с относительно живым хорошим кузовом, то автомобиль просто отличный. Он не завышен по цене, но тем не менее есть у него грехи немало стоящие, поэтому рекомендую обзор посмотреть. И вообще, ребята, если вы владели хоть каким-то автомобилем из этого всего списка, пишите свое мнение в комментах. Проблемы, поломки, с чем вы сталкивались, как это устранить максимально эффективно и наиболее дешево. Возможно, мы кому-то поможем с покупкой, либо отговорим, потому что реальную картину может рассказать только владелец такого автомобиля, который реально на ней ездил, эксплуатировал, обслуживал, ремонтировал, а не тот, у которого она стояла в гараже, и он пылинки только с нее сдувал. И завершает этот список, конечно же, Renault. Я не иронизирую. Renault реальный, даже можно сказать, в какой-то степени лучший вариант за эти деньги. Первый, второй Logan. Из первого нужно искать наиболее свежий, тот, который остался еще в живых, не сгнил насквозь, и на нем еще можно покатать. Второй Logan, конечно же, посвежее, покрасивее, но уже постарше, и, соответственно, за такие деньги вы найдете автомобиль уже за 200 тысяч километров пробега. Но, с другой стороны, это тоже не проблема, потому что эти двигатели, я снимал обзор на Renault Logan 2, был Stepway и обычный Logan. Эти двигатели ходят 1.6 по 500 000 километров. И 200 плюс, 200-250 для него вообще не проблема. У хорошего грамотного владельца, не из-под такси, которые в душу вынимали, а от обычного реального владельца, даже после газа, никаких проблем. 1.6 на 82 лошадиные силы. Простой, хороший, надежный двигатель. Для обычной комфортабельной езды, не для гонщика, разумеется. Этот автомобиль чудо динамики не покажет, но тем не менее автомобиль хорош. Второй Меган также можно искать, тоже на 1.6 бензине, если уже Логан не хочется, хочется второй Меган. И хороший также автомобиль, очень хороший, также я считаю недооцененный, их не так много по количеству, но Renault Fluence, который я снимал, 2014 года автомобиль на 1.6 бензине, мне очень понравился, я про него рассказывал, был обзор, я реально
в восторге этим автомобилем. Да, не эталон с точки зрения внешности, но и не полный урод. От него не хочется отвернуться, на него смотришь. Плюс еще, многие люди тоже на него глядя, воспринимают его не из автомобиля не 2014 года, а 19-20. Он смотрится современнее своих лет немного. Многие поймут, но также большое количество людей это не поймет, потому что у вас более свежий новый автомобиль. И самое главное, конечно же, он прост, 1.6 бензин, простая ходовая, салон, все отделка, но по кузову никаких проблем. Автомобилю на тот момент было, по-моему, 8 лет, он в родной краске, пара сколов, и они зацветают. Поэтому я считаю, это реально лучший автомобиль. Это мое видение, мое мнение. Пишите свое мнение в комментах, поспорим, пообсуждаем. Именно в споре рождается истина. Спасибо большое вам за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо!